Привет, YouTube, и это рубрика «НАИ Бизнес». Здесь я делюсь вашими реальными историями об обмане и мошенниках. И сегодня я расскажу вам о том, что бывает, если не прочитать то самое согласие о публичной оферте перед покупкой онлайн. О том, как разводят на Авито с помощью Боксбери и почему Павел Дуров никому не раздает деньги. Нет, не только потому что жадный. И я напоминаю, что вот в этот вот бот в Телеграме вы всегда можете прислать свои истории развода, которые произошли с вами. И мы сделаем об этом выпуск. Ребята, из-за того, что YouTube внес изменения в интерфейс приложения, я очень прошу не забывать оставлять комментарии. Это вы можете сделать прямо вот здесь под моим видео, даже не пролистывая ленту в самый низ. Ну а так как ролики сейчас выходят не по графику, многие меня потеряли, советую нажать кнопочку подписаться и колокольчик. Но если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите помочь этому каналу с развитием, пожалуйста, поделитесь видео с друзьями, ну а мы не будем затягивать и поехали! Недавно ко мне обратилась моя подписчица, которая нашла уникальный и мега обнаглевший по своему разводу аккаунт в Инстаграм. Некий МДК. В общем, Международный университет технологий красоты толкает обучение всего за 99 рублей. Тут за сотку с нуля можно стать мастером маникюра, наращивания ресниц, визажа, женской стрижки и даже диетологии для беременных и кормящих женщин. И я такая, что? Да уж, не хотела бы я попасть на стрижку к мастеру, который обучился через Инстаграм за 100 рублей. Интересно, чему-то можно научиться? Но вы можете прямо сейчас написать ваши версии здесь в комментариях. Так вот, моя подписчица тоже посмеялась с этого обучения, но ради интереса решила купить и узнать, что же внутри курса. Ради любопытства решила купить и посмотреть, что же там такое за 99 рублей. Перешла по ссылке, зашла на сайт, выбрала ту тему, которая меня интересует, то есть наращивание ресниц. Дело в том, что там стояла уже поставленная галочка, что типа я согласна с условиями оферты, но я на эту галочку посмотрела, что как будто бы она неактивная. Я тоже зашла на сайт, открыла карточку покупки, и тут реально есть две подозрительные галочки. Серые и смазанные, типа неактивные. Публичная оферта и персональные данные. Признавайтесь в комментариях, вы хоть раз читали эти документы? Я лично нет. Да, я тоже улолоша, признаюсь. Так вот, мало того, что их никто никогда не читает, эти документы, потому что мы с вами люди занятые, так еще и эти документы здесь специально как будто скрыты. Правда, если ты все-таки заметишь галочки и попробуешь убрать одну, то регистрация будет невозможна, и ты просто не купишь свой чудо-курс. Ну а моя подписчица все-таки купила эту обучающую программу и оплатила ее своей картой. Внутри ее ожидала гениальная информация. Начала смотреть, поняла, что, во-первых, информация, максимально банальная, то есть это можно найти просто загуглив, типа, что нужно для наращивания ресниц, там просто рассказывают, какие нужны материалы, и ничего такого сверхъестественного нет. Я насчет этого поразорялась в Инстаграме и забила. Думаю, ладно, фиг с вами, что за 100 рублей, И действительно, курс такой себе. Я, конечно, не разбираюсь в технологии наращивания ресниц, но что-то мне подсказывает, что после изучения этого курса, мастером я точно не стану. Вот полюбуйтесь, что прислали. Кружочки, палочки, пучки. Все то, что можно, в принципе, найти в интернете и в любом другом аккаунте в Инстаграм. Вот, пожалуйста, точно такая же фотка, только бесплатно. Но что, собственно, еще можно ждать от курса за 99 рублей? Моя подписчица оплатила и забыла. Только уважаемый МУТК о ней не забыл. На одну из моих историй откликнулась одна девушка, которая написала, что это мошенники, типа, будь осторожна, свяжись там с банком. Да, действительно, вот там 99 рублей списывают, а потом еще дополнительно 990 рублей в течение нескольких дней с вашей карты также списывается этим же сервисом, и потом каждый месяц тоже списывают деньги. Проверяем отзывы других пользователей услуг МУТК и видим, что из 35 отзывов 32 поставили единицу. И все как один пишут: купил этот бесполезный курс и забыл. А потом начались непонятные списания с банковской карты. А все это дело рук сайта. Девушка пишет в службу поддержки, мол, как отменить автопродление. А ей отвечают: а все, уже все, надо было раньше. Вы сами согласились, что с вас списывали бабки. Галочку поставили, надо было читать, на что ставили галочку. И смотрите, как интересно все получается. Нигде на сайте не указана точная стоимость курса. Везде написано 99 рублей. Кое-где есть упоминание, что вас тут будут обучать онлайн через личный кабинет, а не только по скачанному документу. Но сумма все та же, 99 рублей. Нажимаем «Купить курс за 99 рублей», заходим в документ оферты, листаем и натыкаемся на пункт
Порядок оплаты. И вот здесь самое интересное. Читаю. Стоимость услуги по предоставлению доступа к личному кабинету сроком на 1 месяц составляет 1089 рублей и состоит из 2 платежей. Предварительный платеж 99 рублей. Оставшаяся сумма платежа 990 рублей оплачивается через 3 дня. То есть с вас втихаря снимут еще почти 1000 рублей. И специально хитро разделили сумму, чтобы она не превышала 1000 рублей. Ну, чтобы прокатывал автоплатеж без твоего ведома. И все даже законно. Не прочитал? Твои проблемы. И избавиться от этого разводилова оказалось непросто даже до момента списания. Моя подписчица нашла на сайте договор и, перечитав, увидела пункт, в котором говорилось, что она может приостановить списание, расторгнув договор, если обратиться в течение первых 3 дней. Она решила все-таки обратиться, но ей ответили очень нагло, что вы не все так поняли. Сперва с вас спишутся деньги, а потом, что хотите, то и расторгайте. Пришлось обращаться в банк. Сбербанк среагировал, то есть я им написала письмо в поддержку, они мне сегодня ответили, попросили подробнее изложить всю ситуацию, я им отправила все переписки, всю информацию разъяснила. Ну хорошо, что банк в итоге ответил положительно, и транзакция была заблокирована. Но все это потраченное время, деньги и в целом, ну, согласитесь, тот еще геморрой. Вообще, эта история хороший пример, почему сперва нужно мониторить отзывы и читать договор, а потом уже использовать реквизиты карты. Ну, а я для себя вынесла урок, что надо читать условия оферты. Ребята, пожалуйста, будьте внимательны. Очень надеюсь, что этот бизнес поможет вам не попасться на подобные сайты. И я уверена, что прямо сейчас у вас уже в голове, у некоторых из вас возникла мысль, откуда эта толстовка? Ну, прям 100%, ведь, да? Я оставляю ссылочку на толстовку под этим видео, она с Алиэкспресс, конечно же, откуда еще. Поэтому кому нужно, пожалуйста, переходите, заказывайте, покупайте. Следующий развод прям для интеллектуалов. Ну, я, во всяком случае, так вижу эту мошенническую схему. Все мы знаем, что существуют криптовалюты. Биткоины там всякие и так далее. И это типа круто, дорого, богато. Также мы слышали о Павле Дурове, создателе ВКонтакте и Телеграм, который весь такой красивый, с прессом, купается в своих миллиардах. А еще мы из новостей знаем, что Роскомпозор постоянно блокирует Telegram, а Павлик пытается создать свою собственную криптовалюту, и вообще он молодец. И вот мошенники додумались соединить все это в одну кучу, добавить красивый монтаж, лапши на уши и вуаля! Реклама о том, что Павлик Дуров бесплатно раздает миллионы каждому, кто умеет сидеть на диване. Вы же понимаете, что монополия банков и фондов, в том числе и пенсионного, попросту рухнет, если каждый человек сможет подключить к своему компьютеру автоматический торговый алгоритм. Так не поэтому ли власть имущие и сопротивляются как могут, преследуя единственную цель – не позволить братьям Дуровым открыть рядовым гражданам доступ к автоматизированному заработку денег. Ваша задача – подключиться к системе ТОН и зарабатывать по 4 миллиона рублей ежемесячно на полном автомате. И знаете, я когда первый раз все это посмотрела, то такая: вау, какие мощные картинки. Ничего не понятно. Дуров создал свою криптовалюту? Дуров разработал алгоритм заработка путем сидения на жопе? Куда идти? Ну, чтобы Павлик и мне тоже выдал 4 миллиона на карту Сбера. И знаете, что самый страшный фейк? Это фейк, в котором есть доля правды. Вот тут как раз такой случай. Павлик реально разрабатывает свою платформу с криптовалютой, которая называется Грамм. Только вот она еще ни черта не запущена. А в последних новостях пишут, что Дуров возвращает деньги инвесторов. Ну, потому что не запустил платформу в срок. Но даже если бы такая платформа и была, она не смогла бы по одному нажатию пальца накручивать вам деньги на биржах. Вы серьезно верите, что если бы Павел Дуров создал такой алгоритм, то он бы раздал его всем, а не продал бы за 100-500 триллионов? У него что там, второе имя Павлик Мать Терезович? Ну, как вы поняли, полный абсурд. И вроде бы все очевидно, ну, потому что мы тут вместе весело об этом говорим. Но когда ты один на один натыкаешься на такую рекламу, то очень легко повестись. Так и случилось с моей подписчицей. 31 марта этого года я наткнулась на видео Павла Дурова в Инстаграме, где он рассказывал о своем проекте Тон X. Я решила узнать, что это такое, перешла по ссылке, зарегистрировалась, внесла свои данные, номер телефона и email-адрес. Через какое-то время мне позвонила девушка Ангелина. Она представила сотрудника Павла Дурова, и чтобы я могла зарабатывать свои деньги, хотя бы какие-то минимальные выплаты, то мне нужно положить на счет кошелька незначительную сумму, и тогда мой аккаунт будет активирован. Вот и первый подвох. Чтобы активировать суперзаработки, положи денег.
Сайт, на котором регистрировалась девушка, уже не активный, но нам удалось найти похожий на первой странице поисковика. Тут пишут, что Дуров набирает в свою группу 500 человек. Эти избранные смогут получить от $400 в день. Поспеши! На сайте уже проходит регистрацию 139 любителей халявы. Ой, ну прям обожаю. Ну а теперь как они работают? Очень красиво, вам понравится. В рекламе четко говорилось, что все бесплатно. Но менеджер от Дурова попросила скинуть денег. Причем на какой-то такой, знаете, левый сайт, который с Дуровым и его проектом вообще никак не связан. Но и на это у них нашлась отмаза. Она мне прислала линк на сайт J. Will Capital, на что я у нее спросила, каким образом они связаны с Павлом Дуровым. И она мне сказала, что так как проект Павла Дурова еще не утвержден в Америке, то они не афишируют о том, что они работают через J. Will Capital. Я не знаю, каким образом я в это поверила, но я, по разуверению, в это поверила и попыталась на кошелек J. Will Capital через их официальный сайт перевести 50 евро. Этого не получилось, я связалась с Ангелиной, и Ангелина мне сказала, что моя карта, скорее всего, не работает именно с их провайдером, и отправила мне линк на уже открытый ими аккаунт в Jupiter. И Jupiter — это сайт, в котором вы можете покупать криптовалюту. На паленый сайт моя подписчица не смогла положить денег, поэтому мошенники тупо прислали ей свой кошелек. Она туда кинула на 50 евро биткоинов. То есть, понимаете, да, даже не дуровскую валюту. И они забрали эти деньги себе. Только этого оказалось мало. Они стали разводить дальше и сказали прислать еще 200 евро. В общем, я через Jupiter купила на 50 евро купила криптовалюту, и они уже со своей стороны, с моего аккаунта, перевели эти деньги в J. Will Capital. Потом же она мне сказала, что мне необходимо также перевести 200 евро, чтобы активировать счет, так как это минимальная оплата. На что я сказала ей, что я эти деньги переводить не буду. Ангелина пыталась надавить на меня и сделать так, чтобы я перевела эти 200 евро. И я ей сказала, что нет, я ничего делать не буду, хочу вернуть свои деньги обратно. К сожалению, 50 евро я свои потеряла. Ангелина исчезла с Вайбера с 1 апреля. Как видно из переписки с менеджером компании, начали очень ответственно подходить к работе. Уверять девушку в том, что они самые честные и ответственные, тратят на нее аж 2 часа, хотя за это время спокойно могли бы обслужить 7 клиентов, а она такая вот неблагодарная. В итоге девушка отказалась пополнять счет, в итоге ей просто прекратили отвечать. Ну, что сказать, классика. И здесь проколов просто миллион. Начиная с того, что Дуров не запустил свою платформу в полной мере, что платформа работает не так, что девушка покупала на чужой кошелек, да и биткоины, а не те самые дуровские граммы и так далее по степени абсурда. Но до этого сложно догадаться, когда тебя так красиво и запутанно обрабатывают. Поэтому вам достаточно запомнить одно. Забудьте, пожалуйста, о чудо-программах для заработка. Их не существует. Невозможно получить деньги, не прикладывая к этому никаких усилий. 4 миллиона за просто так отменяются. Заметили, как из-за коронавируса взлетели цены на вещи, которые раньше и даром никому были не нужны? Ну, например, бесконтактные термометры, которые теперь стоят по 10 тысяч рублей. Про маски и антисептики я вообще уже молчу. И многие кинулись на Авито, чтобы купить, например, те же термометры дешевле с рук. Мошенники сразу включились в эту схему и теперь под видом продажи дефицитных товаров разводят народ. Так моя подписчица решила купить рециркулятор. Такой специальный прибор для очистки и обеззараживания воздуха в доме. И нарвалась на 2 круга развода. Я полезла на Авито, потому что я предполагала, что у многих людей будут подобные лампы лежать на антресолях, и сейчас самое время их продать. Я нашла лампу, которая стоила 7 тысяч. Я связалась с продавцом. Он говорит, что сейчас вам придет ссылка на почту, нужно оплатить. Я перешла по этой ссылке, я оплатила. И, естественно, через какое-то время он говорит, что по неизвестным причинам Боксбери не может мне отправить эту лампу. Почему Боксбери не может привезти? И куда подевались деньги? А просто этот хитро сделанный продавец отправил ссылку на очередной фейковый сайт. Я рассказывала о похожей схеме в одном из своих прошлых видео на e-бизнес на Авито. Советую его посмотреть. Но если раньше создавались копии Авито доставка, то теперь начали акцентировать внимание на почтовом сервисе Боксбери. Адреса могут быть совершенно разные. Допустим, нашей подписчице пришла ссылка на boxberry.club или pay.boxberry. Сейчас уже эти сайты заблокированы. Покупателю скидывают ссылку, где уже прописаны все данные по ссылке. Адрес получателя, тип отправки и прочие нюансы по ссылке. Покупатель оплачивает и даже не подозревает, что сайт оказался фейковым. Но мало того, что мошенники заработали уже свои деньги, они решили срубить бабла с моей подписчицы по 2-му кругу. И сказали: ой, Боксбери не работает, давайте оформим возврат. Я перешла по этой ссылке, я оплатила. И, естественно, через какое-то время он говорит, что Боксбери с ним связался. Через какое-то время, порядка 20-30 минут, что по неизвестным причинам Боксбери не может мне отправить эту лампу. Но он понимает мою ситуацию и, конечно же, готов мне ее сам привезти. Говорит, вам пришла ссылка на возврат денег, перейдите по ней. Окей, я перехожу по этой ссылке и понимаю, что что-то здесь не так, что ссылка ведет на форму оплаты. Мошенники в этой истории оказались настолько наглыми, что кинули ту же ссылку повторно.
повторно. Якобы это оформление на возврат денежных средств. А когда покупательница поняла, что это мошенники, и чтобы убедиться в этом, позвонила в службу поддержки клиентов почты, то продавец начал оскорбляться и уверять в своей серьезности и честности. На данный момент на официальном сайте Боксбери есть объявление, что они предупреждают об этой схеме мошенничества и уверяют, что не принимают оплату на своем сайте и не требуют ввода банковских реквизитов, если сделка оформлена на площадке частных объявлений. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, пользуйтесь только официальной Авито доставкой, а не оплачивайте вперед товар, а также, конечно же, изучайте форму оплаты и возврата. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно было для вас полезным. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока.